Всем привет, с вами Рирс. Сегодня расскажу, как улучшать оружие и броню в игре Horizon Запретный Запад. Функционал второй части Horizon обзавелся новыми механиками. Одна из них — это улучшение вашей экипировки. Данная процедура происходит на верстаках, которые расположены почти во всех поселениях. На верстаках вы можете создавать стрелы, зелья, ловушки, бомбы, а также улучшать свое оружие и броню. Для каждой брони и оружия нужны свои уникальные предметы для улучшений, но есть и основные компоненты, которые потребуются для увеличения характеристик. Это металлические осколки, плетеная проволока для оружия и прочные пластины для брони. Оружие и броня имеют цветовую градацию, от зеленого, необычного, до оранжевого, легендарного качества. Для каждого типа качества предусмотрено свое количество улучшений. Зеленое вооружение вы сможете улучшить 3 раза, синее, редкое, 4 раза и так далее. Зачем нужны вообще эти улучшения? Да все просто, чтобы улучшать ваше снаряжение. Гениально! Улучшение увеличивает базовый урон оружия, базовые показатели защиты брони, добавляет бонусные эффекты и навыки, а также разблокирует ячейки для модификаций, они же спирали для оружия и ткани для брони. У всего оружия и брони, которые вы сможете получить тем или иным способом, покупка у продавца, награды за задания или испытания, фиксированные характеристики, никакого рандома, поэтому выбирайте свое вооружение с умом. Рассмотрим на примере одежды защитницы Норы. На первом уровне улучшения прибавка идет в разделе «Виды защиты», где помимо защиты от ближнего боя, данная броня получает еще и защиту от урона от ударов. На втором уровне добавляется прибавка в разделе «Навыки», а на третьем разблокируются модификации с одной предустановленной тканью и с пустой ячейкой под модификацию. Итак, как же происходит улучшение? Для начала вам нужно запастись металлическими осколками, проволокой и пластинами. С металлическими осколками у вас не должно возникнуть проблем. Они сыпятся отовсюду. Из поверженных машин, из сундуков, их дают в награду за задания и испытания. Чем выше качество брони и степень улучшения, тем больше осколков понадобится. А вот с проволокой и пластинами дела обстоят уже не так радужно. Эти предметы находятся в емкостях с ресурсами, которые таскают на себе некоторые машины, а также с мизерным шансом встречаются в тушах поверженных роботов. Рассмотрим способ добычи на примере Наракопа. Это аналог рыскаря из первой части Horizon. Водятся почти везде, довольно слабые, внешне похожи на куницевых. Для начала сканируем одного такого Наракопа и смотрим на его компоненты. Обратите внимание на грузовой отсек для ресурсов. В нем-то и находятся искомые компоненты. Подсветим его на треугольник для удобства. Наша задача — отстрелить эту штуку. Если не отделить контейнер от еще живой машины, то после победы над ней контейнер пропадет, и мы лишимся заветного лута. Такая же механика и с другими редкими деталями машин. О них поговорим немного позже. Берем оружие, где есть снаряды, способные сбивать части машин. Это снаряды вот с таким значком, треснутый щит. Целимся по контейнеру, у Наракопа он находится на попке, и сшибаем. Некоторые детали на других машинах не будут сшибаться так быстро. Наракоп довольно слабый противник и без проблем разбирается на запчасти. Контейнер падает на землю и ждет, пока мы не заберем из него содержимое. После лутания он исчезает. В этот раз упало 2 пластины. Без проволоки. Не повезло, но проволока в этих контейнерах присутствует. Сканируйте машины, ищите на них контейнеры и сшибайте. Все просто. Двигаемся дальше. Следующий шаг в улучшении экипировки, на мой взгляд, самый интересный. Для большинства улучшений нам потребуются редкие детали машин. Это могут быть рога, копыта, кусок железной жопы, безымянный палец сына маминой подруги и так далее. Каждая такая деталь находится на каком-нибудь конкретном виде машин. Например, на начальных этапах игры от вас будут требовать акустическую камеру Наракопа, которая добывается, внимание, с Наракопа. А точнее с нижней их части. Вот эта пластина. Подсветил ее для наглядности. Тут все как и с грузовыми отсеками. Нужно отстрелить еще на живой машине, чтобы получить со 100% шансом нужный предмет. Сложность отстрела зависит от вида машины. У самых простых отстреливается с одной стрелы, у самых сложных с 10-15. Все будет зависеть от вашего пробивного урона и уровня машины. Для удобства поисков нужных деталей в игре присутствует механика, позволяющая из улучшений сделать полноценное задание. Для ее активации нужно зайти в верстак, выбрать нужное вооружение, выбрать этап улучшений и нажать на треугольник. В вашем квестовом журнале в разделе «Занятия» появится задание, которое приведет вас в ближайшее место обитания нужной машины, с которой будут добываться нужные компоненты. Если вы никогда не встречали в игре нужную машину, и если на вашей карте нет отметки с этой машиной, то в задании появится приписка «Неизвестное место». В таком случае вам нужно сходить к местному жирафу и разблокировать карту. Если после посещения жирафа место на карте не появилось, то в этой зоне нет нужной машины.
Тут остается только дальше изучать мир и искать других длинношеев. Мой вам совет. Как только на вашем пути встретится машина, которую вы еще не видели, то просканируйте ее, найдите на ней компонент с отметкой ключевой ресурс для улучшения и как следует пофармите. В будущем определенно пригодится. Только будьте внимательны, не все детали с такой пометкой нужно отстрелить. Иногда подобную запчасть наоборот нужно беречь на машине, чтобы была возможность встретить ее в дропе с железяки. Следующие компоненты, которые могут встретиться в одном из этапов улучшений, это циркулятор, главный нерв и ядро машины. Циркулятор и главный нерв привязаны к конкретным машинам, а ядро встречается в машинах соответствующего размера. Малое ядро добывается с мелких машин, среднее с машин покрупнее, ну и так далее. Тенденцию, думаю, вы поняли. Здесь уже не нужно отстреливать конкретные детали. Данные предметы находятся непосредственно в тушах машин, и вероятность выпадения у них разная. Циркуляторы падают в среднем с 30% шансом, нерв с 20%, ядра с 17%. Подробнее можно узнать про каждую машину в разделе «Записная книжка», подраздел «Машины». Там вся информация про ваши отсканированные машины, весь лут, который в них находится, все компоненты, сопротивления и уязвимости, и советы по борьбе с ними. Также там прописаны шансы выпадения конкретных предметов. И финальным компонентом в улучшении брони оружия в данном гайде является зеленец. Это зеленый камень, который вы могли встречать в мире. Нужен он не везде и не во всех улучшениях, но все-таки нужен. У данного предмета есть 5 вариаций. Осколок, обломок, кусок, скопление, глыба. Осколок зеленца встречается довольно часто. Наверняка вы на него натыкались. А вот следующие градации зеленых кристаллов довольно редки. Тут уже нужны конкретные места. В интернете уже есть интерактивная карта Запретного Запада. Тут-то она нас и выручит. На ней отмечены пока что не все места, но игроки активно ее пополняют своими находками. Ссылку оставлю в описании. Карта на английском языке, там зеленец носит название Green Shine. Отключаем все ненужное, выбираем Green Shine и лутаем. Данного количества должно хватить на улучшение. К сожалению, повторно в одном и том же месте фармить зеленец не получится. Второй раз он не спавнится. Напишите в комментариях, продается ли он в магазинах. Мне пока что не встречался. Либо я не обращал на него внимания. Помимо улучшений, на верстаке в оружие и броню можно поставить модификацию, если слот разблокирован. Устанавливаются модификации в инвентаре, в разделе «Одежда или оружие». Выбрав нужный предмет, нажмите на своем геймпаде квадратик. Затем крестик, если хотите поменять или поставить модификацию. Или квадратик, если решили вытащить спираль или ткань. Модификации многоразовые, не разрушаются при замене. Добываются с заданий, испытаний, машин, могут лежать в ящике и так далее. Наверняка через пару часов игры у вас будет куча разнообразных модификаций. Также у модификаций есть цветовая градация, от зеленого до легендарного. Теперь вы знаете базовую информацию про улучшения, дальше уже разберетесь. Машин в игре много, следовательно и деталей тоже будет за глаза. Пока делал этот ролик, периодически проходил игру и дополнял сценарий новой информацией. Если рассказывать про каждую деталь, то видео будет длиться несколько часов. Главное понять принцип. Механика интересная, своего рода ведьмачьи заказы, которые вы сами себе создаете. В описании вы найдете ссылки на все мои соцсети. Это Twitter, Insta, Discord, ВК. Присоединяйтесь. Подпишитесь на канал, поставьте большой палец вверх, напишите комментарий и расскажите про это видео своим друзьям. Рассмотрите возможность поддержать меня своей спонсорской подпиской. От меня получите большое спасибо, место в конце каждого ролика, ссылку на секретный Discord, тематические смайлики и значок возле своего ника. Услышимся!